Всем здравствуйте, мои дорогие. Сделаем расклад. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. За личным раскладом обращайтесь. Мой номер телефона 8 913 406 93 98. Пишите мне в WhatsApp. Также у меня сейчас проходит суперакция на мой пакет из 4 ритуалов. Основных ритуалов 6. Суперакция включается от 4. Стоимость одного ритуала 3000. Если берете 4 ритуала, стоимость этих 4 ритуалов будет всего 4000. Какие ритуалы есть? У меня чистка плюс защита ритуал. Я сначала чищу, потом ставлю защиту. Это как один ритуал у меня идет, да? Я объединила этот ритуал, хотя они не в один день делаются, но я все равно объединила. Далее ритуал на финансовое изобилие, на удачу, на фортуну, на успех. Далее ритуал на привлечение мужчины в вашу жизнь, вашего судьбоносного мужчины в вашу жизнь. Придет ваш мужчина по судьбе. Это не приворот, это я работаю с высшими энергиями. Все идет с позволения высших сил. Далее ритуал на привлечение, на сбалансирование, поднятие всех ваших энергий. Все 4 стихии в каждом человеке присутствуют. Стихии – это огонь, воздух, вода, земля. Да? Я их балансирую вам и поднимаю. Далее ритуал на исцеление от какого-либо заболевания на клеточном, на энергетическом уровне. Ритуал для взрослых, там нужны практики, там нужна осознанность, зрелость ума. Ну и ритуал на привлечение клиентов в сферу вашей деятельности. Если вы работаете в сфере торговли, в бизнесе, в сфере услуг каких-либо, медицинских, косметологических, вот такой тоже ритуал имеется на привлечение клиентов в вашу жизнь, в вашу сферу деятельности. Также мой номер телефона будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. И также под видео, в описании уже под видео, нажмите там на еще. Там есть ссылки на второй мой канал, называется Елена Таро. Меня зовут Елена. И 2 моих телеграм-канала. Мало ли что с YouTube. Я туда тоже снимаю небольшие видеоролики, выставляю. Смотрите, тоже подписывайтесь. Интересные. Там колоды участвуют как Декамерон. Это такая колода даже не эротического характера, но больше как эротического. Колода также магия наслаждения там участвует и Монара, потому что здесь на YouTube особо имя светиться нельзя, потому что блокирует YouTube, не разрешает. Потому что контент вроде и пишу, что от 18 лет, но все равно дети тоже заглядывают. Нежелательно. Вот. Давайте уже смотреть, что там у вас гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Так, гремит, стучит, на пороге стоит. Луна, перевернулась карта. Дверь открывает и на порог ступает. Так, здесь Ленорман у меня участвуют, основные, да, идут здесь, что у вас именно событийное. А на этой колоде Таро, волшебное зеркало Таро, это волшебное зеркало Ленорман. Будем открывать. Давайте смотреть уже, что у вас тут гремит. Гремит тут уже мужчина, это гремит еще только. Какой-то мужчина в вашу жизнь войдет по кораблю. Мужчина, скорее всего, новый какой-то, да, по кораблю. Идет в вашу жизнь всадник, мужчина. Также какие-то вести, причем хорошие вести в вашу жизнь гремят здесь. Но это еще только гремит. Какой-то мужчина здесь идет с хорошими вестями в вашу жизнь. Что это за мужчина? Давайте раскроем на Таро Ленорман. Ой, на Таро зеркало. На волшебное... Господи, все, собрала. Волшебное зеркало Таро. Волшебное зеркало Таро. Что это за мужчина к вам здесь гремит?
Ну, по карте мир, скорее всего, мужчина от вас на большом расстоянии, может быть, даже есть какая-то вода между вами здесь, да, река, озеро, я не знаю, море, да, но здесь точно есть какое-то расстояние. Мужчина по миру от вас на расстоянии. Также карта мир, мужчина, с этим мужчиной может завязаться интернет. Сначала какой-то роман, да, а потом уже перейдет в то, что мужчина сам объявится в вашей жизни, потому что всадник и корабль это в первую очередь говорит о том, что мужчина какой-то гремит уже, тут вот он гремит уже, появится в вашей жизни. Может быть, у вас уже сейчас завязалась какая-то переписка, вы на расстоянии, не обязательно, что это может быть большое расстояние, может быть, вы там где-то в одном городе, но там есть водоем, и вот надо как-то, ну, может быть, там мимо водоема проезжать, допустим. Не обязательно, что это большое расстояние. Что это за мужчина? Мужчина. Пятерка чаш. Шестерка пентаклей. Давайте посмотрим. Ох. Мужчина, который получал какие-то свои уроки. Здесь пятерка чаш. Карта того, что мужчина не видел каких-то шансов когда-то. Да? Здесь по шестерке пентаклей это, конечно же, карта уроковая. Мужчина проходил некие уроки на балансовые отношения. Здесь карта дьявола говорит о том, что может мужчина вводил зависимость. Ну, в общем, мужчина уже придет обученный, ученый, да, так скажем, мужчина, который прошел свои уроки, пройдет, по крайней мере, пройдет свои уроки. Да, опыт получит, девятка жезлов. Да, и войдет в вашу жизнь уже как победитель. Да, черная карта нам закрывает. Ну, на дне колоды мне показали четверка жезлов. Мужчина идет для семьи, для стабильных отношений. Но в прошлом у него не складывались отношения по пятерке чаш. Почему не складывались у него отношения в прошлом? Потому что он действовал по дьяволу. Ну, как? Ну, в общем, по низким вибрациям жил, да, по нижним чакрам жил. Тут можно, дьявол, это же хоть что может быть. Может быть, мужчина вводил зависимость как-то женщину. Из-за этого, в конце концов, распадались отношения, да. В общем, мужчина тоже какой-то проходил какие-то некие уроки, но он их пройдет. Правосудие, и карта девятка жезлов, карта опыта, и будет победа в этом. Мужчина победит. Да, мужчина здесь не как победитель он идет, а именно мужчина победит дьявола, победит какую-то зависимость, также победит именно вот это вот из-за вот по дьяволу, из-за какой-то зависимости. Это же может быть зависимость хоть что, от материи зависимость у него может была. Может, боялся уйти из семьи, там зависимость какая-то была, там вот, может быть, из-за комфорта или еще чего-то, да. Но из-за этого у него шансов не было, понимаете. И он начнет докумековать, да, так скажет, докумекает. Что пятерка чаш он шансов не видел, пока жил по дьяволу, пока жил в зависимости от чего-то либо. И он пройдет эти уроки. Черная карта говорит о том, что все на этом заканчивается. То, что гремит какой-то мужчина, который прошел уроки, войдет в вашу жизнь уже под белыми парусами, чистый, очищенный, свободный от дьявола. Понятно? А дьявол, девочки, не надо осуждать. Зависимости у всех бывают, как говорится, различные. Мы все зависимы, мы в матрице живем. Мы в любом случае от чего-то зависимы, да, от еды, от воздуха, от того, что надо поспать, моргнуть глазами. Это все матрица, понимаете? А мы дух бессмертный. И мы, конечно же, всегда можем подпадать под какую-либо зависимость. Матрица затягивает. Хочется быть там прославленным, хочется быть хочется быть много денег, хочется быть это. Вот все, что это хочу. Это все зависимость, понимаете, да? Мужчина здесь поборет свои зависимости и придет уже чистый, очищенный в вашу жизнь. И мы такие же. У нас у всех есть какие-то зависимости. Мы не можем быть вот такими, знаете, ангел во плоти, и плоть вообще ничто, да, я весь такой ангел, да? Зависимости от сладкого бывают, от спиртного, от того, от всего, понимаете, да?
от того, что скажут люди, это тоже зависимость, это страхи дьявола, понятно, в общем, да. Но мужчина очистится, говорят так. Далее. Стучит. Опять мужчина здесь. Все мужчина и мужчина. Король. Король. Мужчина какой-то благородный. Вам он идет по роду. Мужчина. Древо. Дерево здесь. Мужчина для создания древа. Древа рода основного вашего. Понятно, да? Мужчина, кстати, благородных кровей. Здесь голубых даже кровей. У кого-то есть в роду, скорее всего, кто-то был именно дворянского рода, допустим, либо просто мужчина, душа непростая, не такая, которая, неземная душа. Что такое души, да, вот расскажу немножечко, так, малость самую. Есть души различные, есть души чисто земные, которые именно здесь только всегда воплощались и больше нигде не воплощались. Поняли, да? И душа из воплощения в воплощение здесь проходила уроки и опыты. Есть души с нижних астралов, которые там на нижних астралах, где бесятина различная, да, инкубы и все прочее, да, это все нижний астрал. Они там тоже развиваются, понимаете? Это тоже мир, это тоже та же матрица, но она в другом измерении, да, на более низких вибрациях там живут существа, да, вот, они там тоже развиваются и растут, и у них есть такой, скажем, процент, да, попадания воплотиться на планете Земля. Земля наша как срединный мир. И вот здесь также душа может оттуда воплотиться здесь. Не обязательно, что она станет там был бесом в прошлом или еще кем-то, низковибрационная какая-то сущность, да, здесь воплотилась. Не обязательно, что она здесь будет творить нечто. Ну и многие творят. Думаете, просто так вот такие вот чертилы люди творят и магию, и все на свете. Это вот, скорее всего, все оттуда. Редкий случай, кто даже воплощался на земле, лезут в эту черноту, в эту тьму, да, нет. Обычно оттуда вот это сюда нечисть идет, она доходит до какого-то расцвета, прошла какие-то уроки, получила, что-то там к свету тянется душенька, да, вот в этой нижнем астрале. И в конце концов она может воплотиться здесь. Ну, а бывает даже и здесь, на планете Земля, они чувствуют, да, душа уже развита более-менее. Она все равно тянется к свету и растет, растет, и потом здесь перевоплощается, воплощается и дорастает выше, выше на более высокие вибрации. Также есть души, вот про него я хочу сказать, здесь душа, именно здесь, вот этот человек, он пришел, скорее всего, с высоких вибраций здесь воплотился на Земле. Здесь тоже воплощаются звездные души, понятно, которые уже жили на более высоких вибрациях души, понятно, звездные души. Они сюда приходят для того, чтобы учить людей, вести их к свету. Они приходят для того, чтобы расширить границы возможного, вибрации повысить людей. Это люди со своим предназначением. Понятно, да? И вот здесь именно такой мужчина в вашу жизнь идет, да, для соединения. Он не простой, так скажем. Я немножко объяснила, вы поняли, да? Потому что есть более высокие цивилизации, там, допустим, господи, дай бог памяти-то. В общем, вы сами знаете. У меня в голове сидит, я забыла. Ну, различные. Мы от них тоже, возможно, произошли здесь, на планете Земля. Но кто-то здесь, души много таких звездных. Вот именно в эту Кали-югу, вот в это воплощение, здесь очень-очень много звездных душ, которые ведут людей к свету, да, к просвещению. Вот. И там их много тоже. На Нижнем Астрале тоже много разных матриц, так скажем, где тоже души растут, развиваются. Ниже, ниже, ниже. И выше, выше есть. Господи. Ну, различные тоже цивилизации, как существа более высокого порядка, да. И выше, выше там уже ангелы, архангелы, и пошли, поняли, да. Ладно.
Так. Для чего идет этот мужчина? Мужчина-искатель. Мужчина, именно вот он про себя тут говорит. Король Пентаклей. Мужчина, может быть, земного знака зодиака. Мужчина-искатель. Мужчина в подвешенной ситуации. Карта Солнца. Всегда учится. Да, мужчина именно идет откуда-то с более высокими вибрациями. Мужчина с чистой душой идет в вашу жизнь. Да, возможно, это тот же самый мужчина, но он будет очищенный, он чистый будет. Может быть, здесь немного подзаморался на планете Земля, не того нахватался. Обычно вот эти люди с такой душой, они очень наивные, у них очень тонкая душевная организация. Ну, конечно же, таких людей могут обманывать и уводить в дьявола. Они очень такие легко поддающиеся вот таким соблазнам, потому что они очень наивные души такие, чистые, светлые души, и их могут именно уводить. Они такие, как сказать, с высокими вибрациями, у них очень такая нежная, тонкая организация, и они доверяют людям, доверчивые очень, да. Вот. Может, это другой какой-то мужчина также, не обязательно. Вот. Какой-то мужчина тут идет, прямо такой светлый очень человек. Далее. На пороге что у вас стоит? Здесь у нас Луна и общество. Сад. Ну, во-первых, сад и Луна – это все-таки расцвет вашей интуиции у вас на пороге стоит. Вы начнете интуитивно чувствовать людей полностью всех. Ну, повторяются карты Луна и опять Луна. Да, это говорит об интуиции. Вы уже прошли свой страшный суд, вы уже чувствуете людей. Вы как переродились, новое стали. Это у вас уже на пороге стоит полностью, да. Вы вышли из каких-то иллюзий, да, и стали королевой Пентаклей с изумительной интуицией. Да, и вы уже движетесь вперед в направлении чего-то лучшего. Тройка жезлов – это будущее. Да, вы готовы начать все с чистого листа и идти в свою стабильность. Да, вы как бы учитесь жить сейчас в новой ветке своей реальности, переходите на другую не ступень даже, а на другую, как вот знаете, бывает, поезд едет, да, а потом раз вот эти, как их называют, вот эти стрелки-то переводят, да, и там раз стрелу вам высшие силы хренакс и переведут. И вы новую реальность поедете уже. Не по той ветке своей реальности, а чуть-чуть по другой, в другую сторону, в лучшую сторону, в свою стабильность идет у вас здесь. На пороге стоит ваша стабильность, вы интуитивно будете чувствовать, куда двигаться вам высшие силы вот эту стрелку будут переводить, направлять вас, да, высшие силы будут вашими стрелочниками, и они вас будут вести, куда вам надо, вам надо вашу стабильность, и вы ее здесь будете получать. На пороге стоит уже. Так, дверь открывает. Карты у меня тут все перевернутые. Карта звезды, карта гроб. Ну, здесь что-то предки рода хотят вам сказать именно по карте гроб. Ну, либо какая-то мечта ваша исполнится. Да, Верховная Жрица. Это что значит? Умеренность. Ангелы-хранители. Предки рода пришли. Хотят вам сказать что-то, предупредить. Да, дверь открывает. Страхи, говорит, тебя уводят в повешенное состояние. Уходи, говорит, из своих страхов, потому что страхи, говорит, тебя подвешивают. Не бойся, иди, говорит, вперед. Тебя ждет исполнение твоих желаний, карта звезды. А страхи, говорит, тебя уводят в повешенное. Вот здесь предки рода предупреждают, да, здесь по умеренности, это как ангелы ваши, которые вас сопровождают, они как предки рода, то же самое, высшая сила, говорят вам. Кстати, у вас в роду были, кто-то занимался
эзотерикой. Ну, в общем, знающие, ведущие люди были в вашем роду, которые вам говорят, что у тебя тоже есть это все, и ты можешь идти по этому пути. Ну, по интуиции, по Луне у вас очень сильная, очень развитая интуиция, вы можете заниматься практиками различными. Верховная жрица говорит о том, что вы даже можете по карте звезда прославиться именно в этом. Главное, говорит, убери из своей жизни все страхи. Они, говорит, тебя подвешивают. Ну и что дверь открывает? Ну, во-первых, открывает то, что десятка кубков, исполнение наполнение эмоциями, также это интуитивно вы будете чувствовать, что скоро вы будете в семье по любви, по десяточке чаш, да, и по тройке пентаклей ваше творчество даст свои плоды, да, ну, здесь тройка пентаклей, карта маг говорит о том, что, может быть, вы даже станете магом и творцом своей жизни. Это человек, который силой мысли влияет на пространство, на материю, на ветку своей реальности, которую он... ну, стрелки переводит, и вы рисуете свою реальность, выходите из бедноты, страданий, страхов, да, на каждодневной основе, и тем самым стрелочка это переводится так резко, и человек уже в другой реальности. Ага. Это вот про это. Ну, маг, человек-маг. Вы становитесь магом и творцом своей реальности. Вот что у вас уже дверь открывает. И на порог ступает. Ну вот, женщина и клевер. Удача в вашу жизнь уже спешит. Она уже, дверь на порог уже ступает в вашу жизнь. Какая-то удача, счастье, радость и исполнение ваших всех желаний. Ну, десятка пентаклей. Я даже дальше больше не буду докладывать. Удача в деньгах, удача в семье, удача в радости, во всем. И хранители зеркалом об этом вещают и говорят, что ты прошла, говорит, все свои уроки, и теперь удача будет с тобой на постоянной основе. Клевер, четырехлистный клевер и десятка пентаклей. Ты, туз чаш, представляете? Любовь, деньги и все вместе. Здесь нам карта говорит, праздник еще какой-то, у кого-то даже свадьба будет, мои хорошие. Десятка пентаклей – это карта семьи, любви, достатка, материи, туз чаш. Это полное наполнение эмоциями благодати, изобилия, счастья, радости. Вы здесь, женщина, такая же в голубом, в пару к своему мужчине идете, который тоже в голубом, голубых кровей. Вы такая же, скорее всего, звездная душа. Карта звезды об этом нам говорит. И карта гроб – ты предок звездной души. Звездная душа также здесь об этом говорят, что вы тоже где-то оттуда, да, спустились с небес на землю и должны стать верховными жрицами. Кто-то даже так. Ну, кто-то просто нести какую-то свою миссию в мир, нести свет и благодать на планету Земля. Здесь по карте женщины клевер. Вы будете очень удачливы, счастливы, богаты. Ну, я не побоюсь этого слова, и не надо его бояться. Это прекрасное слово. Слово Бог, богатство, Бог, потому что именно кто духовным путем идет, тот и процветает. Кто идет к свету, да, потому что когда человек в невежестве, во тьме, во мгле, он живет в страхах. Ну, посидите в темноте, всем же страшно, в темном лесу, сядь, посиди, да. Ой, как страшно, да, там же можно хрен знает, что мозг может надумать, а мозг, он и творит нашу реальность, да, мысли. Так вот, надо идти к свету, к знаниям, к просвещению, там же изобилие, богатство и все остальное. Десятка пентаклей, туз чаш, хранители зеркал говорят, ты смогла пройти все уроки, и теперь ты получишь все то, что заслуживаешь, да, счастье и радость, ну, двойка чаш, да. Вот такой получился у нас расклад, мои дорогие.
Давайте еще посмотрим, что вам Вселенная по этому поводу скажет. А я вас хочу пока поблагодарить за все лайки, мои дорогие, за все комментарии. Конечно же, отдельная вам благодарность за помощь на развитие моего канала. Мне это очень важно. Ну и вообще энергообмен, он очень важен. Когда мы просто пишем с душой, да, благодарят люди, это обязательно возвращается, потому что в мире так энергии устроены. Когда мы что-то отдаем, после этого только человек получает. Ну вот, допустим, для того, чтобы что-то получить, надо сначала что-то сделать, да. Ну, я не знаю, продукцию какую-то, хлеб испечь, да. Надо сначала его испечь, чтобы потом за него получить денежку. Ну, маникюр, надо сначала его сделать, да, чтобы потом получить денежку. Надо сначала отдать. Это именно законы Вселенной, энергообмен. Когда мы отдаем энергию свою, во что-то вкладываем, куда-то отдаем людям, да, вот энергию я отдаю свою вам, а за это, конечно же, я получаю, да, в виде благодарности, в виде лайков, в виде помощи на развитие канала. И спасибо вам большое. Пусть вам в миллион раз больше вернется. И так и будет. Ну и давайте посмотрим, что вам высшая сила скажет, ангелы-хранители и предки вашего рода. Также, конечно, тогда, кто больше вкладывается энергетически в расклад, он быстрее проигрывается в вашей жизни. Понятно? Так, Вселенная вам говорит, всему, говорит, свое время. Не забегайте вперед, время есть. Так, высшая сила говорит вам, совершенствуйся. Проблемы и вызовы – это залог внутреннего роста. Покой – залог внутреннего расцвета. Ангелы-хранители говорят вам, не беспокойся о будущем. Вот стоит только побеспокоиться, и всякая хрень в будущем наступает. Да? Не надо о нем беспокоиться, живите здесь и сейчас. Я пока еще не читаю, говорю. Потому что мы живем в этом моменте. У Вселенной и у Духа нет ни прошлого, у вашего Духа. Дух. Вы Дух, у которого есть тело для прохождения урока и опыта. Запомните, вы не человек, у которого, наверное, есть душа. Нет. Вы дух в аватаре, в человеке в этом, для прохождения урока и опыта. У духа нет прошлого и нет будущего. Он не рождался, он вечен и бесконечен. Понятно? И тот осознанный, кто понимает, что надо жить здесь и сейчас, вот в этом моменте создается счастье. А не в будущем я там когда-то буду счастлив. Вы сами себя делаете счастливой здесь и сейчас. И не ждете этого счастья. Не надо его ждать. Его надо творить здесь и сейчас. Делать себя и других людей счастливыми. Ладно, я не буду тут все рассказывать, это надолго. Подготавливаю личную консультацию для того, чтобы выйти из одной ветки реальности в другую. В будущем буду вас тоже выводить на другую ветку реальности. Ладно, далее, ангелы-хранители вот вам и говорят, иногда ты чрезмерно волнуешься о своем будущем, забывая о том, что ты сам хозяин своей жизни. Ну, я думаю, вы поняли. Ну и предки рода говорят вам, найди свое предназначение. Вот я почему нет прошлого и будущего. Ну, вы, если вы дух, если вы себя осознаете уже, что вы дух, и вы никогда не рождались, и никогда не умирали, и никогда не умрете, так вы живете всегда вечно и в одном моменте. Его создавать надо всегда здесь и на постоянной основе, быть счастливым и делать других счастливыми. Как только вы уходите в страдания, вы страдания приумножаете. И живете, живете, ждете, страдаете, ждете, страдаете, ждете и страдаете. Поняли? Вот такую реальность вы себе и создаете. Понятно? Не ждите и не страдайте. Живите здесь и сейчас и наслаждайтесь. Так, предки рода говорят вам, найди свое предназначение. Никто и ничто не смогут помешать тебе наслаждаться своим жизненным предназначением. На этом все. Я вас благодарю, мои дорогие. Взаимной вам любви. На этом до свидания.